На какое чудо рассчитывает Девон Лорат, бросая вызов Денису Цыпленкову? Цыпленков, на мой взгляд, он сейчас самый сильный в мире. Я думаю, у Девона нету шансов. No chance. No chance. В чем секрет силы болгарского вундеркинда Сашо Андреева? Я вот посмотрел тут, как он борется. И такое ощущение, что он не знает ни боли, ни страха. И что случилось с Дмитрием Оптимусом Праймом Трубиным? Он стал больше. Причем заметно больше. Вот сколько важных вопросов накопилось в мире армрестлинга. И сегодня железный рейтинг попытается найти ответы на все из них. Для чего? По старой доброй традиции мы отправились в клуб Лети, где тренируется Дзамбулат Цариев. Зачем плечи? Хочешь быть пляжником? Ну как зачем, Василий? Надо же быть это самое. Не только с толстыми руками, еще и с толстыми плечами. Но чтобы наш выпуск был по-настоящему объективным, мы зададим пару сложных вопросов и нашим заокеанским товарищам. Special video for Iron Rating. Love you guys. Спонсор выпуска – крупнейшая сеть магазинов спортивного питания fitnessbar.ru. Сейчас во всех розничных магазинах сети проходит марафон скидок, благодаря чему вы отлично сэкономите бюджет и приобретете все необходимое для эффективных тренировок. Суть акции заключается в следующем. Каждое утро с 9 утра до 12 дня скидка на весь ассортимент 15%. Также весь день от 5000 рублей скидка на все 15%. И также в течение всего дня при покупке на сумму от 10 тысяч рублей скидка 17% на все. Мы ждем вас в нашей сети. Спешите пополнить свои запасы спортивного питания и обновить экипировку. Время акции ограничено. Подробности акции вы узнаете по ссылке в описании к этому видео. Наши подписчики спрашивают, как дела у тебя? Все классно. У них-то как дела, Василий? Ну, У тех, кто спрашивает. они тебя увидят, у них будет все хорошо. Да? Тогда почаще заходи, пусть им всю дорогу хорошо будет. В Лети, как всегда, царит дружелюбная, но от этого не менее рабочая атмосфера. Каждый занят своим делом. Каждый тренит свое главное победное оружие. Сейчас Дзамбулат немножечко разомнется, и мы начнем съемки выпуска новостей. Потому что он, когда холодный, он очень плохо разговаривает. А когда хорошо разгорячится, уже тогда нормально. На любые темы. Да, Дзамбулат? 100 пудов. 100 пудов, я же говорю. Я его хорошо знаю. Но раз Дзамбулат готов к разговору на любые темы, то давайте начнем наш выпуск. Итак, на 5-м месте рейтинга мы поговорим с вами о сибирском дальнобойщике Виталии Лалитине, который сейчас ведет подготовку к предстоящему в сентябре в Венгрии чемпионату мира. Готовится Виталий, как понял железный рейтинг, в обычном для себя режиме, чередуя тренировки в зале с тренировками на свежем воздухе. А как мы знаем, чем чаще Виталий тренируется на природе или за баранкой своего тягача, тем сильнее он становится. И в Венгрии он вполне может стать уже 6-кратным чемпионом мира. Хотя не факт. Ты видел последнюю его борьбу с Богослововым? Ты видел эту схватку? При всем при том, что Богословов 90-килограммовый атлет, он сумел сделать то, что не смогли сделать в тяжелом весе. Дзамбулат прав. Таланта и тренировок, которых Лалитину хватало вчера, чтобы удивлять мир арма, сегодня уже может не хватить. Он и сейчас может удивить. И мы это видели прекрасно, да, на прошедшем Немирове. Но если мы говорим о том, чтобы выйти на топ мировой в тяжелом дивизионе, несомненно, ему придется пахать. Хочет он этого или нет, думает он так или не считает,
Это не имеет никакого значения. Ему придется это делать. Я не говорю сейчас о наборе мышечной массы, больших бицепсов, еще чего-то. Но о проработке хотя бы тех же его углов, в которых он силен, делать их еще сильнее. Ему придется это делать. Фанатам Арма уже мало побед Виталия на мире и Европе. Мы хотим его заруб с Майклом Тоддом, Дэйвом Чейфи, Андреем Пушкарем и Денисом Цыпленковым. А для этого Виталий должен становиться все сильнее и сильнее. И вот в этом процессе неизбежного апгрейда Лалитин мог бы взять пример с героя нашего следующего сюжета. На 4-м месте рейтинга мы попытаемся разобраться, что же случилось с Дмитрием Трубиным. Помнится, увидев армфайт Дмитрия с Майклом Тоддом, Тадзила воскликнул: «Черт побери, что случилось с Дмитрием Трубиным? Я знал Дмитрия Трубина весом в 100 килограммов. Я не знаю этого чертова монстра». Интересно, а как бы отреагировал тот на сегодняшнюю форму Трубина? Вот увидел его недавно у тебя на железном рейтинге, да, он стал больше. Причем заметно больше. Дзамбулат не ошибся. Весы под Оптимусом Праймом сегодня показывают внушительные 138 килограммов. Но, похоже, Дмитрий не просто стал больше. Такое впечатление, что тому Оптимусу Прайму, которого мы все знали, сделали какую-то секретную перепрошивку. Приветствую вас, дорогие друзья. Специально для железного рейтинга я сейчас занимаюсь и готовлюсь на Кубок Азии и Кубок Мира. Тренировки тяжелые, массонаборные. То есть делаем и базу, делаем и профессиональные упражнения. Хочу поставить очень хорошую форму. И я надеюсь, вы увидите нового обновленного Оптимуса Прайма. Так можно сказать. Планирую набрать в весе 145. Пятерочку сбросить лишней воды. И боевой вес выставить 140 килограмм. Пришло время переходить на новый этап в моей спортивной карьере. Даже страшно представить, каких дров может наломать этот усовершенствованный 140-килограммовый автобот. Я, наверное, не ошибусь, если скажу опять же то, что обсуждает Дмитрия Трубина. Он не обращает внимания на, скажем так, своих хейтеров, да, как это мы сейчас называем. Он спокойно делает свое дело. Проиграл? Хорошо. Идем дальше, готовимся. Провели работу над ошибками. В следующий раз выиграем. То есть спокойненько, как локомотив, придет к своей цели и делает свое дело. А самое интересное то, что в связи с последними событиями в лиге WAL на пути у этого локомотива появилось много голодных до борьбы чемпионов. И об этом как раз наша следующая новость. На 3-м месте рейтинга мы поговорим о Майкле Монстре Тодде. Недавно на аккаунте его супруги Ребекки появился пост с вызовом на бой не кого-нибудь, а самого Андрея Пушкаря, атлета, который на сегодня владеет чемпионским поясом Лиги ПАЛ в супертяжелом весе. Но не слишком ли это смелые амбиции для американца? Я думаю, что нет. Я думаю, что тот такой парень, который... Ну, то есть у него специфическая техника. И он будет тяжелым соперником для кого угодно. Пусть на меня не обижаются там ни Денис, ни Андрюха Пушкарь, ну, то есть не Дима Трубин. Он для любого из них будет конкретно сложным соперником. Конкретно сложным. Он ни для кого не бывает простым соперником. Неужели Майкл Тодд и вправду настолько крут? Если честно, уж слишком много вопросов оставила его недавняя победа в финале WAL. Ведь в каждом поединке он был в миллиметрах от поражения. Да, меня тоже удивило. Он со всеми боролся в одной и той же манере. И никто не попробовал с ним побороться как-то по-другому. Я с ним не боролся, не могу судить от первого лица об этом. Предполагаю, что это непросто даже поменять манеру борьбы с ним, потому что, я же говорю, у него очень специфическая манера. Может, я просто не все видел, но я не увидел даже попытки сделать как-то по-другому, нежели то, что происходило. Он делал то, что хотел, то, что умел, и навязывал всем то, что ему интересно с точки зрения победы. Все. А ведь и Дмитрий Трубин, и Денис Цыпленков всем наглядно показали, как нужно бороться против монстра. 100 дар. Техника идеально, это в трицепс.
Но Ларат готов уверить нас, что мы очень недооцениваем Майкла Монстра Тодда. Michael Todd is the best. Майкл Тодд лучший из тех, кого мы можем представить. Знаете, Майкла Тодда невероятно трудно победить. Incredibly difficult to beat. Королевское движение – это новый уровень армрестлинга. Вы либо принимаете это, либо будете проигрывать. И никак по-другому. Майкл Тодд остановит матч, и вам придется ждать угрозы с огромного количества разных углов. He comes at you with a lot of different angles. С Ларатом трудно спорить. Но все-таки нам кажется, что в этой истории не все так оптимистично. Вот давайте представим Майкла Тодда с его техникой на чемпионате России, с нашими рефери и правилами. Дзамбулат, твои прогнозы на выступление американца? Я думаю, он даже в десятку не попадет. Ну, я же говорю, очень специфическая манера борьбы. Вот и мы об этом. Давайте хотя бы вспомним выступление Майкла на последнем злотом туре в Польше. Но что бы мы ни говорили и как бы ни критиковали монстра, в предстоящем поединке с Андреем Пушкарем все эксперты ставят именно на победу американца. Пушкарь может завязнуть. Он мощный, у него хороший этот стартовый удар, все. Но тот показал, что он очень многих сильных спортсменов удерживал там и вытаскивал действительно из, буквально, казалось бы, абсолютно нереальной позиции. Думаю, Андрей сильный, и он лучший стартовик в мире. И я знаю многих людей, которые не смогли с этим поспорить. Но спрогрессировал ли Андрей настолько, чтобы каждый раз доставлять неудобства Майклу? А если матч остановится, то сможет ли он перестроиться для того, чтобы довести его до конца? Это большой вопрос. Поэтому вынужден сказать, Майкл выиграет. Но с другой стороны, мы с вами помним, чем заканчиваются поединки, в которых Пушкарю пророчат поражение. Такой бой – это вызов, да, тоже. Там все я тоже ставил на Диму Трубина, когда у них был вот этот. Но Пушкарь подготовился так, что Дима при всей своей подготовке ничего не смог сделать. Определенно можно сказать лишь одно: это будет по-настоящему захватывающая битва. Но не меньше, чем зарубу Андрея Пушкаря с Майклом Тоддом, нам бы хотелось увидеть еще один армфайт Пушкаря с Трубиным, а также проверить на монстре уровень Виталия Лалитина. Но наши эксперты поспешили уверить нас, что не тяжеловесами одними жив современный армрестлинг, и предложили нового героя – болгарского вундеркинда Сашу Андреева. Но о нем мы поговорим с вами чуть позже, а пока, чтобы перевести дух, давайте ненадолго вернемся в зал Лэти и узнаем пару секретов чемпионского тренинга. Наверное, самое распространенное упражнение среди армрестлеров. Все его выполняют. Никакого секрета нету. Так сказать, бицепс, только более приближенное к нашей борьбе. Проигрышное положение, так сказать. Вот. В основном все выполняют его с гантелей. В основном я вижу там с каким-то еще утяжелением. Честно говоря, заморачиваться просто лень. Вот через блок куда удобнее. Просто 4 подхода. Другие ощущения? Другие ощущения? Да нет, по-моему, где-то все то же самое. Я, скорее всего, делаю со стола больше, потому что это вот было первым упражнением, да, я его всегда делал, и оно у меня, значит, и ты его понимаешь? Я его понимаю, да. Но, по сути, здесь все то же самое. Когда мы боремся, у нас в первую очередь работают пальцы, да? Нам ломают не кисть. То есть, когда мы боремся за столом, у нас в первую очередь раскрываются пальцы. Да? Кисть если пальцы закрыты, то кисть практически невозможно поломать. Ну а когда пальцы растянуты, уже ломается все. И тут больше упор именно вот на пальцы, на захват. Движение начинается с кончиков пальцев. Да, грубо говоря, да. В
В принципе, ничего нового парни из Лати не придумали, и их тренировки проходят так же, как и год и 2 года назад. Ложку тебе не вырежешь. Ложку у тебя, говорю, не вырежешь. Хотя нет, иногда в их подвале нет-нет, да и появится какая-нибудь новая приспособа. Просто видишь, мы с Виталием как раз обсуждали, что здесь тема, что идет через, как бы, работа через указательные пальцы. А больше. тут как возьмешься? Можно завернуть и заворачивать под мизинец. Я только что пробовал. Это упражнение я помню еще с тех самых пор, когда я только начал заниматься. Это было давно. Как ощущение? Ощущение, в голове что-то закружилось. Все хорошо, но голова закружилась. Нужное, хорошее упражнение. Да, будем делать. Насколько эффективно и нужно новые упражнения, покажут ближайшие старты. Ну а мы с вами возвращаемся к финалистам нашего сегодняшнего рейтинга. Итак, на втором месте рейтинга мы поговорим с вами о самом ожидаемом поединке в полутяжелом весе. Назрел такой очень, скажем так, я бы его назвал эпохальный поединок. Два мощных крюковика, это Хаджимурат Залоев и набирающий сейчас сумасшедшие обороты, это Сашо Андреев из Болгарии. Хаджимурата Залоева вам представлять не нужно. Этот осетинский рукоборец давно в топе сильнейших средневесов планеты и является одним из главных обидчиков тяжеловесов. Но вот в этом его увлечении бороть больших парней у Хаджи теперь появился серьезный конкурент – болгарский атлет Сашо Андреев. В чем же его уникальность? Я вот посмотрел тут, как он борется, и такое ощущение, что он не знает ни боли, ни страха. У себя в Фейсбуке Девон Ларат описал этого парня одним словом – киллер. По-настоящему громко о Сашо Андрееве заговорили в 2014-м, когда он в свои 18 сначала уверенно выиграл молодежное первенство мира, а потом в пух и прах разнес и категорию мужиков. Да, я его в 2014 году видел, я не помню, то ли на Европе, то ли на мире где-то там. Ну, он генетически сильный, очень сильный генетически. Лично я, когда борюсь в крюк, так или иначе мне уже там побаливает, здесь побаливает. Мне такое ощущение, что он, то ли у него болевого порога никакого нету, то ли у него просто не болит, и связка здоровая от природы. То есть, мне кажется, он даже особо и не тренировал ее, чтобы стать таким сильным. Что еще можно добавить, кроме того, что он молод, силен и любит мотоциклы? В сети о нем информации мало, но главное о нем мы знаем. Сашо без какой-то оглядки на титулы соперников и разницу в весе уверенно расправляется с сильнейшими рукоборцами планеты. Получилось так, что Евгений смог ему навязать свою борьбу, выбил ему кисть, уверенно занял такую хорошую позицию, но при этом не смог довести этот поединок до победного результата. Сашо Андреев просто перестоял его в своей манере и спокойно смог одержать победу над Евгением. А Евгений — это действительно один из сильнейших крюковиков, но я не побоюсь этого слова, нашей планеты. На том же чемпионате, где Сашо победил Прудника, выступал и Хаджимурат Залоев. Хаджимурат уже боролся на этом чемпионате Европы в категории 85 килограмм, то есть они не встретились. Сейчас назрел вот этот момент, когда будет интересно посмотреть этот поединок. Мне что, нужно сказать, на что бы я поставил, какой результат будет? При всем уважении к Хаджимурату, что-то он прям совсем напролом идет в последнее время. И, наверное, если это и будет ничья, то это будет волевая ничья со стороны Хаджимурата. Все-таки я бы, наверное, отдал бы предпочтение Саше Андрееву. Но говоря о болгарском вундеркинде, хочется надеяться, что его безудержное желание вырвать победу любой ценой, с учетом очень опасной техники,
не приведет к серьезной травме. Особенно учитывая его любовь позарубаться с тяжеловесами. Аналитик, честно говоря, из меня не очень, но мне кажется, что до какого-то уровня он дойдет, дальше с ним это сыграет злую шутку. Ему нужно остаться в своем весе, это, скорее всего, от 80 до 90 килограмм, бороться, не лезть никуда. Ну так, нет, там раз в год куда-нибудь в абсолютку, ради интереса записаться не надо, из года в год категорию менять, как он это делает. С ним, в конце концов, эту злую шутку, мне кажется, сыграет. Тому примеров было достаточно много, на самом деле. И вот мы подошли к первому месту, где уверенно расположились Девон Лорат и Денис Цыпленков. Возможный поединок между которыми сейчас обсуждают по обе стороны океана. В первую очередь хочу сказать, что это будет интересно. И это будет, наверное, если это произойдет, то это будет, наверное, событием года. Несмотря на недавнюю победу Лората в финале лиги WAL, большинство экспертов уверены, что если Денис Цыпленков будет в хорошей форме, победа будет за ним. Я не знаю, в каких кондициях сейчас Денис. Я видел Девона, но Девон 100-килограммовый. И если Денис в хорошей форме физической, то я думаю, у Девона нету шансов. Цыпленков, на мой взгляд, в одном поединке ему равных в мире нет. То есть, да, его можно там забить, он все что угодно, там руки зальются. Но вот, опять же, говорю, это в его оптимальной форме. Он сейчас самый сильный в мире. Найти сегодня рукоборца сильнее, чем Денис Цыпленков, вряд ли возможно. Чего только стоит его рекорд в чистом подъеме на бицепс 113 килограммов. Но с другой стороны, за Лоратом выносливость и техника. Если Лорат в своей лучшей форме, то у Дениса могут быть проблемы. Ему надо прям серьезно к этому подойти. И не давать Лорату бороться верхом. И вот здесь возникает интересный вопрос. А что же важнее в армии для победы? Техника или сила? Только сила. Для меня превыше всего, если ты правильно тренируешься и ты делаешь упражнения те, которыми ты борешься, только сила. Техника строится от твоей силы. Но в таком случае мы можем не сомневаться в победе российского рукоборца. Хотя все-таки есть одно небольшое «но», которое заставляет нас переживать за Дениса. Ведь в отличие от Лората он слишком редко выступает на турнирах. И это может сыграть с ним злую шутку. В том же поединке с Майклом Тоддом было видно, что излишнее волнение чуть не лишило Дениса победы. Я понял, да, то есть разогнать его надо, ты это имеешь в виду. То есть начать с чего-то там не прям, а кого? Да, логически, наверное, это был бы правильный поворот событий. Но кого? То есть, с кем? Я не вижу просто, с кем ему побороться. С Пушкарем, это будет не менее трудное занятие для Дениса, да, а может даже и более трудное, я бы сказал так. Но с другой стороны, если бы я был его тренером и знал бы его результаты силовые, да, для меня критерием формы является силовой результат. Это цифры, да, это не какой-то, как я себя там чувствую, нет. Вот я там делаешь ты здесь столько-то, да. Если бы я знал, что он в оптимальной своей форме, то, конечно, бы, наверное, сразу на Лората. Ну что, по поводу Дениса все более-менее понятно. А вот что может противопоставить российскому Халку канадский рукоборец? Все-таки 100 килограммов Лората против 140 Цыпленкова выглядят не очень устрашающе. I'll say it again, I already am huge, okay? I am 200. Ну что же, скажу это снова, я уже огромный. Я вешу больше 104 килограмм чистого армрестлинга. Я весил почти 107 килограммов, когда сражался с Пушкарем. Не знаю, если бы я был тяжелее, был бы я здоровее. И моя правая рука прямо сейчас на 100% здорова. Травма была 4 года назад. Я прошел целиком через все этапы реабилитации. И сейчас моя правая рука сильна так же, как и была раньше. Так что я готов. Я готов бороться. Я готов побеждать. Я готов вернуться в мировой армрестлинг. Я вижу в Девоне интерес, да, вот даже то видео, ты видел его, где он горит прям, ему прям по кайфу, он тащится от себя.
И это круто, мне кажется. Ну, то есть, когда человек в себя настолько верит, мне кажется, что есть такая поговорка: чудеса случаются там, где в них больше всего верят. Знаешь, Вась? Как мы видим, Ларат настроен очень серьезно и на 200% уверен в своих силах. Теперь остается понять, насколько к этой битве готов наш Денис. I don't know exactly how Dennis is doing, where his health's at. Я не уверен наверняка, как дела у Дениса, как его здоровье. Я не знаю, насколько он готов. Но, Денис, когда ты будешь готов, давай сделаем это. Тяжелейшую схватку, которую мы оба ждали целых 6 лет. Чтобы понять, кто же все-таки сильнейший армрестлер. Потому что я уверен, что это я. Because I'm pretty sure it's me. Как вы видите, впереди нас ждет много ярких поединков, некоторые из которых могут состояться уже совсем скоро. Например, на чемпионате мира ВАФ в сентябре в Венгрии или на международном турнире «Злотый тур» в ноябре в Польше. Кстати, в рамках «Злотого тура» может пройти очередное шоу «Вендетта. Все звезды». И вот на этой интригующей ноте мы и заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забудьте поделиться этим видео со своими товарищами по качалке. А мы прощаемся с вами. До скорых встреч!